Jesus Christ, on a motorbike. Я в Париже. Чё? Ну еще раз хлопай. Я не была готова. Точки зрения. Это точки зрения. Всем привет, доброго времени суток. Hello. Озвучивай тему, что Сегодня наш выпуск будет немножечко different. Отличаться от наших целых трех. Лучше и не скажешь, от лучших трех у нас немножко будет отличаться. От трех других. На самом деле тема сегодняшнего выпуска мне пришла максимально рандомно. Точнее, пришла из-за одного прекрасного фильма, который я посмотрела совсем недавно. Фильм называется «Остров проклятых». Я не буду спойлерить большинство моментов, но это фильм в основном основанный на, наверное, каких-то психологических отклонениях героя. Он очень сложно запутан, их на самом деле обманывает зрителя, наверное, раза два во время просмотра, потому что сначала ты думаешь, да, все понятно, все работает вот так, этот герой играет это, и он вот это, но к концу просмотра ты понимаешь, что тебя обманули. Тебя обманули очень жестко, и ты это даже не понял. И этот прекрасный фильм натолкнул меня на идею поговорить о том, какой мозг на самом деле неизведанный и всемогущий. Я бы сказала даже так. Во-первых, я сейчас немножечко буду ссылаться на сюжет этого фильма. Я очень извиняюсь, если кто-то не смотрел и не понимает это, я немножечко перерасскажу. Этот фильм основывается на том, что главный герой полностью выдумывает себе альтернативную реальность, альтернативную личность, полностью проникается этим и живет в таком состоянии более 2 лет из-за очень сильной психологической травмы. Я сижу, киваю, потому что я тоже слушаю, я не смотрела этот фильм, я просто окей. Сейчас моя аудитория, наверное, Полина, потому что вот как раз-таки она не смотрела, и я буду основываться на ее реакцию. Но вкратце, да, это как и есть, человек полностью перегрузился в эту альтернативную версию себя, и он перегрузился на это настолько плотно, что это стало влиять на людей вокруг. То есть, во-первых, он придумал это сам, его психологическое состояние пыталось это как-то перекрыть его вот эту травму, потому что у него, спойлер, его жена совершила самоубийство и убила его детей. Он не смог с этим справиться, не смог это пережить, придумал себе другую версию. И когда фильм закончился, наверное, самое первое, что возникло у меня в голове, это где же все-таки конец возможностей мозга? Что именно конечная и самая непереходящая грань вещь, когда ты можешь сказать, ну, вот это максимум, на что способен наш мозг. Наверное, такого нет, потому что, знаешь, что современную, не знаю, насколько это правда, неправда, но, скорее всего, да, вот это факт, не знаю, как сказать, факт, потому что факт это научно доказано, по-моему, это научно доказано, но то, что мозг работает или там что-то открыт, там как океан примерно, на 3% или там на 8%, насколько-то там мозг работает из 100. То есть сколько еще нам идти, чтобы познать все его лопасти, эти извилины, короче, области. Поняли, лопасти, причем лопасти. Да, и в этом-то и интерес. На самом деле мы не то, что знаем мозг на очень мало процентов, его неизведанно, мы прекрасно знаем его строение, мы прекрасно знаем его части, какие принципы работы. Но вариации и комбинации вещей, которые эта машина может выдавать, на самом деле удивляют. Если мы просто даже подумаем, мы привыкли с вами понимать, что нервы, боль идет от нервов в наших конечностях. То есть, например, если я пораню себе руку, я пойму, что я поранила себе руку, потому что нервное окончание в моей руке дадут мне сигнал в мозг. И да, будет это символом нашего сегодняшнего выпуска. Учите карбохидраты. Толщиной с Библию, наверное.
Вот так ты по моей голове. Просто сегодня у нас такой недонаучный выпуск, ну, почти. Ну, почти, мы будем говорить про более интересные вещи. И про более жизненные, про то, что мы можем поговорить. Да. Ну так вот, мы все привыкли понимать, что боль, страх, любовь, агрессия, все это мы контролируем за счет нервной системы. Мозг учитывает все факторы, находящиеся вокруг, делает анализ и выдает нам ту или иную реакцию, которая, по идее, должна нас спасти. То есть, если ты боишься, это значит, что твой мозг посчитал, что какие-либо факторы вокруг тебя могут нанести тебе опасность. Вот, кстати, очень интересно, что многие люди, даже не многие люди, это огромное количество людей, и меня включая, прости за дело, допустим, боятся паблик-спикинга. Типа выступления на публике боятся этого больше, чем очень смерти. много всяких фобий. Ну, вот мозг, человеческие вообще люди, человеческие факторы, не знаю, что на это влияет, какая-то генетика, еще что-то, какие-то ситуации из детства. Вообще не знаю, что строит фобии, надо как бы в это углубиться. Ты знаешь, что строит фобии? Как рождаются фобии вообще? Я понимаю то, что если ты там боишься собак, потому что тебя в маленьком возрасте напугала большая овчарка, окей, это make sense, но если ты просто родился и ты там боишься темноты, ну не знаю, это какие-то такие в мозге, знаешь, это как будто он тебя в мозгу, как будто он тебя пытается предостеречь от какой-то потенциальной опасности, что ли, да, это как инстинкты самосохранения, это но про что я говорила. Вот паблик спикинг, это тоже все туда же. Это больше уже уходит в глубину, это уже... Да, я просто хотела mention то, что while ago. То, что на самом деле фобия это тоже все активности мозга, и это прям так. Вау, все, да, на самом вообще деле все это мозг, если честно, все, что мы делаем. Да, я не зря упомянула паблик спикинг. На самом деле выступление перед публикой это больше, наверное, какая-то, знаете, перманентно заложенная в нас боязнь толпы. На самом деле, правда, боязнь толпы — это очень простой, но очень легко объяснимый факт. Ты боишься толпы, потому что ты один, и, в принципе, человек — существо социальное, оно всегда в группе, и в группе оно чувствует себя более защищенным. Но про такую вещь, как, например, галлюцинации, шизофрению, ну, это же расстройства. Такие расстройства, это болезни. Какие еще есть болезни? Деменция, там, деменция, склерозы, там, это же все. Аутизм. Да. То есть, ну, аутизм это мутация гена, наверное. Но это все равно психическое расстройство. Да. Все эти заболевания, все эти отклонения на самом деле невероятно сложны в своем изучении. Люди делают не первый год, не первые декады они делают исследования на эти проблемы, и они все еще находят новые вещи. Даже строк, в принципе, уже давно объясненная болезнь, имеющая лечение, имеющие методы его лечения, в принципе, с очень большой вероятностью, когда люди вылечиваются от этого, им проводят операции, предотвращают образование этого тромба. Вот тромба. Образование этого тромба. Это доводит какие-то моменты до психических отклонений. То есть были кейсы, когда после операции, там, на удаление строка в одной из частей мозга начинались какие-то странные действия. Ну, подожди, тромб, это же просто... Ну, его как в сердце тромбы. Нет. Ладно. Оно закупоривает в этом любую артерию, любую венозную. Оно может быть и в мозге. Окей, whatever, Да. Совсем недавно я разговаривала, еще тоже с другом я обсуждала тоже вот эту тему, галлюцинации. На самом деле, это очень странная вещь, которая, я думаю, навряд ли может присутствовать у человека в состоянии покоя. То есть в мозге, в состоянии покоя, если ты ничем не болеешь, ты расслаблен, у такое. тебя идет все нормально. Но как только к этому всему добавляется любой катализатор в виде любого химического элемента, я не знаю, любой катализатор,
Это может развить мозговую активность до невероятных Да даже скоростей. тут не то чтобы, ну, не обязательно химический элемент, даже если ты не поспишь там 3 суток, допустим, или там Да. 4, у тебя мозг начинает ходить с ума сам по себе. Ты начинаешь видеть галлюцинации, ты начинаешь слышать голоса. И то есть, казалось бы, вообще с чего это все? Ты ничем не болеешь, ты ничего не употреблял, ты просто не поспал 3 суток, 4, не знаю, сколько для этого нужно. И ты просто погружаешься в совершенно другую вселенную. Я на себе это не испытывала, я просто видела эксперименты, я слышала, и просто вау. Да, это очень странно. Сон — это отдельная вещь, это на самом деле очень и очень глубокая тема. Я думаю, мы не сможем, наверное, про это говорить без Да. полного ресерча, потому что это четкая классификация фаз, это Да, четкое я изучала, описание кстати, эти характеристик фазы. каждой фазы. Нам немножко нужно... Я могу пару слов так дропнуть, потому что я это учила все-таки немножко, то, что у нас есть фаза такая дремлющая, то есть это такой легкий сон. Там, по-моему, всего 4 фазы сна есть. Глубокий сон, есть фаза REM, это Rapid Eye Movement, когда у тебя глаза двигаются, когда ты видишь какой-то сон. И есть еще какая-то фаза, короче, да, там нужен ресерч, но в общем и целом как бы середина, ну точнее начало, там середина, конец, и вот фаза, когда у тебя двигаются глаза, и это научно доказано, то, что когда ты видишь сон, у тебя глаза двигаются как во сне. То есть если ты там смотришь туда, у тебя глаза твои реальные будут двигаться вот в ту сторону. И это просто жесть. У тебя мозг реально видит картинку, у тебя просто целый фильм, и ты его проживаешь всем телом. Ты там двигаешься. Причем фильм составленный из деталей и материалов, которые мозг запомнил в течение дня. Он складывает картину, да, из каких-то фактов, из каких-то мыслей, которые у тебя мыслей, проходили. из каких-то стрессов, из того, что тебя волнует, из чего угодно. Тебя может занести в любую локацию, на любой сценарий, вообще совершенно. И это просто отдельно вообще мир снов, это как будто даже не мы, знаешь, ты просто... Ну, как раз-таки, да, ты и мир снов. Да, это само о себе говорит. Реальный мир, где ты живешь, там такой учишься, и ты засыпаешь, и ты просто улетаешь вместе с Питер Пэном куда-то просто в окошко, в другой совершенно мир, и при этом это все у тебя вот в этой одной коробочке. Да, в этом-то и парадокс. По идее, мозг, он весит, если я не ошибаюсь, там около 2-3 килограмм. Да. В основном это все жиры, это серое вещество, но это очень энергозатратная вещь, очень энергозатратная и на самом деле очень странная. Вот как ты, кстати, думаешь, присутствие галлюцинаций, это в принципе, то есть ты думаешь, это как бы существующая вещь? То есть ты бы согласилась с фактом того, что люди видят галлюцинации без употребления каких-либо катализаторов, без употребления наркотиков и другого, что мозг на самом деле может вызывать галлюцинации на ровном месте? Ну, или просто так? Или типа ты сейчас сидишь и такая, тебе кажется какое-то потому что на самом деле, мне кажется, как я сказала, если ты нормально спишь, ешь, все такое, вряд ли. Ну, мне кажется, нет. Ну, какая природа галлюцинации? Это что-то не хватает в мозге либо сна, либо каких-то веществ, либо, наоборот, переизбыток этих веществ. Либо у тебя может быть недостаток. Причины галлюцинаций: алкогольное опьянение или воздействие психоактивных веществ, лихорадка, сильное обезвоживание, серьезный недостаток сна, сильная боль, травмы, делирий, деменция, стильцами Леви, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, височная эпилепсия, нарколепсия, психические расстройства, серьезное нарушение функции печени и почек, ВИЧ-СПИД, рак мозга. Скрытое психическое заболевание. И ты об этом ходишь и не знаешь. Просто у тебя всего лишь 10 тысяч инопланетян вокруг тебя стоит. Но вот еще что очень странно, на самом деле явление галлюцинаций, я больше чем уверена, что там тысячи ресерчей, которые сделали очень умные люди с degree и PhD на эту тему. Но вот у меня просто вот более интересующий факт. Я приму факт того, что могут быть галлюцинации вербальные, то есть, допустим, ты видишь вокруг себя что-то не то, ты представляешь какие-то странные картинки, у тебя плывут ядовитые краски перед глазами, но это не совсем более большой вопрос, который у меня возникает, это возможно ли чувствовать
тактильные галлюцинации. То есть можешь ли ты чувствовать, что тебя кто-то касается, Я что-то поняла. тебя тревожит, то есть тебя что-то мнет, Ну, понимаешь, царапает, что-то такое. я, Вот опять это же, интересно. надо углубиться в эту тему. Просто я говорю, я ни разу в принципе не испытывала галлюцинации как бы априори. Я не могу тебе сказать свой фидбэк, типа трогали ли меня. Но в любом случае галлюцинация это же просто как это, предмет воображения в том или ином смысле. То есть все, что ты представляешь в галлюцинации, ты можешь это не осознавать, но это ты сам себе придумываешь. То есть, да, не целенаправленно, ты не сидишь там, высматриваешь какого-то там привидения, это просто ты сам делаешь, даже того не осознавая. И, ну, точнее, это все делает твой мозг, как бы, вы знаете, вы с мозгом так разошлись, он тебе показывает галлюцинации, ты их смотришь, вот. Но и мне кажется, все можно придумать. Опять же таки, мне кажется, галлюцинации, именно которые можно диагностировать, они могут быть спутаны с каким-нибудь предметом просто фантазии. Ты такой сидишь, Фантазия. да, ты там себе что-нибудь... Ну, потому что мозг, если ты вот реально сядешь в какой-нибудь один в какой-нибудь комнате и начнешь придумывать себе полет мыслей, потому что когда, допустим, ты перед сном, да, ты лежишь, у тебя просто какой-то полет фантазии, там приходят какие-то идеи, ты анализируешь свои поступки, там еще что-то. Если ты останешься самим собой, и ты реально начнешь что-то придумывать, мне кажется, ты можешь улететь тоже в совершенно другую вселенную. Это нельзя назвать галлюцинациями, но при этом это и не в реальном мире тоже. И это можно можно назвать поток сознания, в принципе. Ну, и это настолько сильно можно раскачать, что тебя там просто трогают, там еще что-то. Нет, ты можешь представить, что ты можешь представить ощущение прикосновения, но я не думаю, что это может идти до такой степени, что ты то есть ты начинаешь осознавать все спектры прикосновений или какого-то физического Вот прям вот контакта. реально, вот прям типа То есть, вот так вот то есть тебя дотронулись. я уверена, что есть просто были случаи зафиксированы, где там просто человек рассказывал, что, допустим, я сижу в комнате, у меня полное ощущение, что вот мне сейчас кто-то вот так вот мне делает. Я За ногу. Я смотрела «Битву экстрасенсов» вообще. Там женщина рассказывала, Битва как у нее... экстрасенсов, там ни физика, ни химия, там ничего не действует на территории их площадки. Там просто женщина рассказывала, как ей призрак положил руки на плечи, ей стало тяжело. Мне кажется, вот я честно не знаю, давай говорили про мозг, сейчас говорим про битву экстрасенсов, я не знаю, насколько вот те люди, у которых проблема, да, насколько они актеры, потому что на самом деле людей очень много, они простые русские семьи, и чтобы прям так играть роли, мне кажется... Ты реально про экстрасенсов сейчас? Да, я просто хочу, я просто не понимаю, вот, допустим, возьмем факт, то, что те люди, которые типа жертвы, да, то, что они реальные люди, допустим, да, и вот эта женщина такая, вот у нас на балконе там возится призрак, и я, когда выхожу на балкон, мне становится тяжело в плечах, типа, как будто мне вот так кладут руки, то есть, допустим, представим факт, что она реально во все это верит, и то, что она обычная жертва чего-то там, это же она сама себе придумала. Да. Ну, по сути, это ее воображение работает настолько сильно, что вот порог балкона, это значит параллельный мир, паранормальный, потусторонние эффекты и так далее. И то, что она серьезно пошла на телевизор, написала им письмо, то, что, гайс, я прихожу на балкон, мне становится тяжело в плечах. Ну, человек же реально чувствует как какой-то там груз, не знаю, еще что-то. И она вот реально... Плацебо. Вот, кстати, от этого навоображала. Эффект плацебо. Угу. Я бы сказала, бомба. Лютая вещь. Я бы сказала даже так. Бомба. Выразилась бы такими Мне кажется, языком. у эффекта Лютая плацебо... вещь. На самом деле, правда, эффект плацебо и Прекрасно. вообще, в принципе, распознание такого фактора, как эффект плацебо. Мне кажется, вот там должен стоять второе после открытия пенициллина. Вот сначала открыли пенициллин и спасли, в принципе, человечество как популяцию, а потом открыли эффект плацебо, потому Это что, серьезно, такая мощная штука, это мне кажется, страшно как мощная мозг. вещь. Мне кажется, 95% народной медицины Эффект плацебо. эффект плацебо. Там типа тебе болит, там нос заложен, подыши над вареной картошкой, тебе станет лучше. Да, не знаю, сейчас наверное, будет это реально просто- помогает, но... Вообще это помогает. Ну, окей, whatever, но почему нельзя подышать над вареным луком? Над вареной морковкой? Противно. Ладно, whatever, мы не говорим про вареные морковки, но
Эффект плацебо, да. Я не Да, это помню, очень- упоминали ли мы это в выпуске про продуктивность с пляжа, когда мы разговаривали про медикаменты, то, что Да. это тоже эффект плацебо в Это какой-то в основном, степени, это в да. основном эффект плацебо. И Не может быть такого, что концентрация, прям твоя полностью концентрация снизойдет вот именно в этот момент, когда ты выпил таблетку. конечно. Хотя, я думаю, знаете, с правильной курсовкой она может помочь, но только на несколько часов. Все равно, кстати, вот концентрация... Есть такой вполне доказанный факт, человек не может быть сконцентрирован на одной вещи больше 20 минут. Абсолютно рабочая тема. Абсолютно. Расскажу историю из жизни. Мне кажется, сейчас перед твоей историей, мне кажется, вот это время постепенно сокращается с тем, как наше поколение маленькое растет, потому что возьми тоже ТикТок, люди, вот возьмите ее, она вот так вот листает ТикТок, люди pay attention, они остаются сконцентрированными ровно на 2 секунды видео. Почему все эти эксперты в ТикТоке такие, в начале видео вставляйте картинку там, я сегодня родила, ну такое, вы знаете, типа attention grabber, то есть что-то, что привлекает людей, чтобы они остались на еще ближайшие 15 секунд, то есть настолько все плохо, люди не могут даже посмотреть 10 секунд видео, они сразу такие, не-не-не, и это просто 20 минут, люди ТикТок смотрят одну секунду. Я свою защиту, почему я смотрю ТикТоки по 2 секунды. Ну ТикТок это не очень... Не, на самом деле это прекрасный пример. Это прекрасный пример. Это то, что делают все. Да, но я Ты понимаю... не найдешь ту вещь, которая будет настолько общественно использована, как ТикТок. Ну правда. Все смотрят. Но при этом я понимаю, почему некоторые вот так вот прям свайпают, так же, как люди смотрят Инстаграм истории вот так вот, просто вот так вот. Да. Потому что, ну, наверное, это не... Я скажу свою защиту, да, потому говори. что я как раз таки ты знаешь, представитель этого. Что с этим Объясню, делать. почему я смотрю их по 2 секунды. Я не хочу запоминать то, что мне интересно. Если мне за 2 секунды не Вот стало я это хотела про это интересно, сказать, это не да. то, что я не проявляю attention. Я могу проявлять attention более часа, если это будет того стоить. Но поймите, когда вы заходите в ТикТок, вы подсознательно понимаете, что вы будете тратить это время не с пользой. Вот это поэтому я просто, хотела сказать, это поэтому просто шлак, это просто что-то развлекательное. люди Для чего мне листают, сидеть и ждать 15 секунд, чтобы мне дорассказали какой-то прикол? Да, Мне не да, нравится, да. не хочу даже видеть и не запоминать его. Я, наоборот, я как бы могу посидеть, посмотреть, я в основном не свайпаю вот так вот, ну, то есть я сижу, там что-то слушаю, смотрю, иногда, когда ты видишь, когда я смотрю какое-то минутное видео, ты такая, Нет. ты все еще его смотришь, там просто Нет. 5 секунд прошло, ты Это не еще заслуживает смотришь, моего внимания. но это тоже зависит, ну, видите, люди разные, как бы, да, точки зрения, но это зависит и от подачи тоже. То, что один раз я видела какой-то, ну ладно, не один раз, много раз я видела какие-то тиктоки, там где такие, сегодня, ну, я расскажу, нет, дальше, все, нет, тебя хватило на 2 секунды. Да. Короче, отвлеклись на ТикТок, теперь back to your life Не, ну story. почему? На самом деле это имеет relation к нашему Это имеет, разговору. но ты хотела рассказать Потому life что- story, я тебя перебила. А я уже забыла эту историю, если честно. О, ну. Знаете, я забыла историю, ладно, простите, это мой бэд. Но я вспомнила поинт, который хотела добавить. Забыла. Я его тоже забыла. Тоже Нет, забыла. я хотела добавить, я не смотрю полностью видео, и я не считаю нужным, в принципе, заострять внимание и ждать до конца ролика, чтобы посмотреть, интересно оно или нет. Я Если не оно хочу неинтересно это вначале. запоминать, и я не хочу на это pay attention. На самом деле, это была рабочая позиция сначала. Вот когда я только начала руководствоваться этим, как сказать, этим принципом, это работало. Потому что, ну, я хочу запоминать то, что мне на самом деле привлекло attention и может мне что-то дать. Но я скажу так, это имеет плохие, как сказать, плохие послевкусия. Последствия. Да, послевкусия. Потому что Новости. сейчас я начала отсеивать точно так же информацию, слушая других людей. О. Что я могу сказать в какой-то степени плохо, потому что я не слушаю тебя, я просто где-то там как-то тебя каким-то образом тебя слушаю. Да, понятно. Я, допустим, почему-то перестала запоминать мелкие детали, которые мне говорят, допустим, мне говорят там,
вот знаешь, завтра в 5 часов вечера я пойду в спортзал и вот сделаю вот это, и потом встречу с этим. И если ты меня переспросишь, кстати, во сколько завтра в спортзал идем? Never, я тебе отвечу, в какое время ты пошел, потому что, не считаю я нужным это запоминать, у меня много других вещей. В то же время, привыкая к этой структуре, когда ты отсеиваешь просто детали направо-налево, так, ладно, это не нужно, но это твое, это мне вообще не надо запоминать. Мне не надо запоминать какого-то у тебя любимый там мороженое твое. Мне нужно мне свое запомнить. Это распространяется потом на твою работу, на твою учебу. Я правда стала замечать, что я слишком тороплюсь, я слишком отрезаю информацию, так как это не нужно. И на самом деле к этому очень легко прийти, стоит лишь раз использовать эту стратегию с чем-то очень Everyday, с чем-то очень невидным. То есть вот обычный короткий тикток, который ты решил не запомнить, ты его пролистал, а потом вот всю эту книгу по биологии тебе придется сидеть и самому себе говорить: сиди и читай, и нельзя отрезать половину страницы. Это все нужно запомнить. Вот тоже поинт про мозг. Да, вот что с этим мозгом, что с ним не так? Очень много. Как легко он... Можно поговорить и про... Но при этом мозг, вот когда мы еще говорили про эффект плацебо, при этом мозг, я хотела добавить тоже, что его очень легко обмануть. Мы тут такие сидим, говорим про то, какой он вообще невероятный, и как он сам себе там работает, всех обманывает, но его обмануть тоже так же легко, как и он обманывает нас, потому что мы все равно одно целое, как бы мы это мозг, мозг это мы, и с тем же эффектом плацебо есть, по-моему, даже есть какие-то практики, то ли там каких-то психологов, то ли каких-то вообще врачей, специалистов, где они просто сидят и такие вынуждают, какое-то слово внедряют в себе вот это. Я не хочу, насчет аффирмации, кстати, я не хочу ничего сказать плохого. Окей, каждый делает как бы что хочет, да, у меня есть знакомые, у которых там все зеркало в ванной развешено этими карточками, аффирмациями, там вся комната, которая прям бешено ты читают, там они в это верят. Наверное, это реально создает им какой-то бустер энергии, потока, мотивации, но если ты читаешь там «у меня будут деньги завтра», ну типа, разве это не какой-то эффект а-ля плацебо? Ты сам себя переубеждаешь и, не то что обманываешь, ладно, плохой пример с этими карточками, но... Нет, почему? Это хороший пример. Аффирмация, поймите, аффирмация это просто иногда. Вот, это верхушка айсберга. Да, на самом деле, если использовать это правильно, это то же самое, как просто уверенно себе что-то внедрить. Вот, допустим, если ты себе говоришь, что завтра, у меня будет много денег. Вот я сам себе каждый день говорю, у меня будет много денег. Это должно вызывать в тебе желание идти к этому. В этом основная идея. Но если оно не вызывает желание работать больше, или как-то думать, или как-то придумывать, это просто аффирмация из Инстаграма или whatever sources. Тут тоже два типа людей, а-ля, которые сидят и на диване молча думают, что если они написали это на бумажке на холодильнике, у них завтра в этом холодильнике будет денежное дерево, либо есть те, которые, как ты говоришь, просто начинают, это их мотивация, это их ресурс, они такие, вот они уже себя представляют с этой кучей денег, так же, как люди там относятся там к вселенной, какие-то потоки, мысли материальны, ты должен правильно мыслить, но это же все тоже работает на наш мозг. Я не хочу удаляться ни в какие вселенные энергии, потоки и так далее, но все, что даже если вы в это верите очень сильно, и вы там строите мысли, нужно обязательно говорить в настоящем времени, у меня уже есть там $1 миллион, вот это все, вы же настраиваете тоже свой мозг, по сути, на вот эту концепцию. Вы себя убеждаете, что у вас это есть, это должно давать вам такой пинок, толчок. Если нет, то дело в вас, а не в том, что вселенная для вас закрыта. Это то же самое, как для того, чтобы у тебя были деньги, нужно по четвергам пить кофе с корицей. Поверьте, ничего не упадет с неба. Hard work и работа над поездов.
Все. Как-то мы пошли к этим к мотивационным Ну бизнес-коучам. что? Мы же не будем час разговаривать про книгу твою по биологии. Вообще тут цветочек нарисован. Я ничего не говорю про книгу по биологии. Кстати, Ну, у нас же фриток. Мы просто говорим вообще все, Да, что на чё мы что способен оправдываемся? мозг. Чё мы Вообще, оправдываемся? вообще, мы не оправдываем. Это наш контент, окей? Мы делаем, Почему что мы хотим. оправдываемся? Мы не должны оправдываться. Мы просто Что ж мы разговариваем. Я хотела еще mention память. Это же тоже относится к мозгу. Ух, Это все мозг, там зрение, слух, все память мозг. — это что-то Движение, прекрасное. координация, все это мозг такой Я- маленький, отвечает за все наше бади. Знаешь, что мне очень тоже еще интересно? Мультитаскинг. Мультизадачность. Мультизадачность. Перевожу. Да, мультитаскинг. Мгм. Это очень крутая вещь, если вы умеете это делать. Если вы умеете этим пользоваться. Да. Если вы умеете это делать грамотно. Потому что, рассказываю пример, как делать не нужно. С какого-то момента я вообще не воспринимаю однозадачные дела в своем дне. Я не умею делать только одну задачу за день. Это слишком долго для меня. Я почему-то так всегда настраиваюсь, что у меня должно быть несколько задач, и я должна как-то их уметь совмещать. Это такой пазл. Но иногда ты настолько сильно ускоряешься, энзайм настолько сильно работает, что ты уже настолько гонишь себя и настолько начинаешь вот этой многозадачностью увлекаться, что я говорю, не раз были случаи, что я вот так вот с открытым учебником одновременно бежала на беговой дорожке. Как это может вообще совмещаться? И на самом деле я говорю, для меня это абсолютно имело смысл, и абсолютно я считала, что это почему нет? Мгм. Многозадачность, мозг может делать все, что угодно. Нет, в каких-то моментах придется разделять. Многозадачность только при условии, что вы можете пообещать, что это будет качественно. Да, и полезно. И полезно, Мгм. и как бы вам просто... Ну, это Помогла. такое прекрасное чувство. Я на себе тоже испытала мультизадачность, опять же, там, на работе особенно это чувствуется, когда у нас очень занятый день, и у тебя очень много людей, которым от тебя очень много чего надо, и ты примерно пытаешься быть fair со всеми, справедлив, то есть у тебя там вот этому нужно принести вот это хочет, и ты, то есть там ты должен это keep in order, как вот у тебя задача поступила, в таком порядке ты должен ее выполнять. Ну, примерно, я так стараюсь сделать, то есть ты, чтобы никого не обделить, там, чтобы тот человек не ждал час, а этот ждал по 5 минут. И это просто для меня, когда я со всем этим справляюсь, я просто как робот бегаю, я себя чувствую просто каким-то запрограммированным таким пи-пи-пи маленьким человечком. Я бегаю туда, потом так, я это делаю, я уже думаю, что я буду сделать там. Я это поставила, это принесла, это отнесла, это отдала. И все такие, все благодарны, всех все сделали. И когда наступает такой выдох, вот ты просто бегаешь вот так вот, ты крутишься, как в колесе кролик, ой, не кролик, хомяк, ты просто ту-ту-ту-ту. И потом такой, окей, ладно, у всех все есть, никому тебе ничего не надо, и ты такой, вау, я это сделал, типа, это все было на мне, я был ответственен, я был пунктуален, я был там, короче, все очень крутые чувства, я не могу их описать по-русски, я не помню никакие слова, в общем, продуктивный и так далее, и все это очень грамотно было разложено по полочкам, и ты просто так пим-пим-пим, чек-марк, и ты такой просто, это, наверное, такой ранний немножко перфекционист, типа того, когда ты просто все сделал, и такой, вау, оно еще и по порядку все было, и все еще остались довольны. Короче, это очень крутая штука, если вы умеете пользоваться мультизадачностью. Don't go crazy! У тебя когда-нибудь была такая вещь, что ты думал над чем-то, но вот, допустим, ты вот сидишь такой, думаешь, блин, вот люди играют в команде, там, за университет, там, Ой, за командная школу. работа, это тоже. Нет, они, допустим, вот это делают, и они еще учатся, и они еще работают. Вау! Ну, Знаешь, это, наверное, очень сложно, я бы так никогда не сделал, а потом ты осознаешь, что ты это просто- уже сделал. Ты просто копируешь мою маму. Она говорит то же самое про меня. Она, ну не то, что она... Нет, на самом деле это правда вау, я Она- очень респектую таким людям. Я правда хочу быть как они, и я очень стремлюсь к этому. Но иногда я правда думаю, Ты играть респектуешь мне? в баскетбольной команде и Да, учиться, делать, и работать, и еще что-то помогать. и там. у тебя еще есть время. Это же, наверное, С так друзьями страшно ходить там. и так тяжело, и только потом ты вспоминаешь, что ты это уже сделал.
ты уже это сделал, ты уже отыграл, Да, и отработал, и погулял, и отучился, И ты полежал, это и сделал. поел там. Иногда мне становится, правда, я невероятно восхищаюсь, потому что я, правда, забываю все свои достоинства, какие у меня были до этого. Иногда у меня очень часто бывает, боже мой, допустим, я люблю бег, пожалуйста, поверьте мне, что я бегаю, потому что есть люди, которые мне не верят. Поверьте, я бегаю. Да, вот она мне тоже верит. Я знаю, что но- ты бегаешь, я подтверждаю этот факт. И мне страшно тяжело бегать. Я ненавижу бегать. Я ненавижу бег во время бега. Потому что мне очень тяжело, правда. У меня болят колени, у меня болят ноги, мне жарко, мне хочется пить, мне хочется просто закончить это. Но каждый раз я бегаю достаточно мало, там, ну, может быть, по 2 мили, там, по миле, то есть просто по настроению. Но иногда у меня закрадываются вопросы, а вот что если, вот как это вообще можно пробежать 4 мили? Это же так много. Сколько это в километрах? Это, ну, не знаю, я не переведу, что по-моему, 1,6 или 2,4. И вот я иногда думаю, это же так, 1,6, это по-моему, так километров много, 4 в миле. мили, не понимая, что буквально год назад я пробежала 5. Я уже это сделала, и я это забыла. Или наоборот. Потому что мы, когда начинали бегать в школе, всегда очень тяжело. Мы пробегали, там у нас была 1 миля, это 1,6 километра, то есть 1,5 километра. Ну, там, ладно, окей, whatever. Мы это бежали, там вот начался учебный год, на физре мы бегали каждый раз в неделю вот эту милю. И я начинала свой первый круг, первый день. Я бежала эту милю, бежала-шла, потому что, ну, естественно, 1,5 километра на одном дыхании ты вот так просто не пробежишь с первого раза. Я бежала это минут 15. Он говорит, вот первый раз у всех будет там 12-15, там что-то такое минут, это норм. Да. И потом у вас каждый раз должно это уменьшаться, например, на 2 минуты, вот, Да. типа должно... И ближе, у меня этот класс был полгода, то есть даже не целый учебный год, полгода. И уже к концу этого класса я бежала эту милю минуты за 4-5. Я не говорю, что это какой-то там, ну, you know, я не супер... Это очень быстро. Это быстро, я даже гуглила там, сколько там, типа, мировой рекорд, сколько спортсмены бегают. Ну, в принципе, для нормального человека там минут 5, это, ну, это нормальный результат. Бегуны это будут там минут 3, наверное, или Ну типа да. того. Ну, то есть, учитывая, что я начала с 15 и на полуходьбе, и за полгода раз в неделю я это делала, как бы я не удосуживалась это делать где-то вне этого урока, но я это скрутила просто до 5 минут, и это просто crazy. Сейчас я не бегаю, к сожалению. Ты должна меня взять с собой побегать. Но мне кажется, я опять сейчас начну с 15, и мне будет казаться эти 5 минут нереальными. Хотя я могла это делать, я это делала вполне спокойно. И Очень много вещей, которые ты Забываешь. когда это не сделал, ты уже это сделал. да, это такое. Блин, я в этом же Все начали заново. Я к чему-то вообще сказала про память, если честно. Мы быстро переключились на мультитаскинг. Я хотела сказать то, что да, память крутая штука, там окей, мы учим стишки на память, чтобы ее тренировать и так далее. Мне кажется, кстати, если ты старенькая бабушка, очень полезно учить что-то наизусть, чтобы, наверное, keep up your brain activity. Но я не про это хотела сказать. Про то, что я поделиться хотела экспериментом, который я изучала про fake memory. Про фейковую память и про то, опять же, насколько легко обмануть наш мозг. Там вкратце, честно, не помню фамилии, кто проводил этот эксперимент, но, опять же, не помню. Но суть была в том, что они взяли какую-то группу людей, они им представили, как будто им будут задавать вопросы касательно еды, ресторанов, выбора в ресторане, ну, то есть просто как бы ваши food preferences, то есть что вы бы выбрали из еды, и там был один маленький вопросик из всех этих, вот там они отвечали на опросник, и там был единственный вопрос, который, в принципе, на котором, в принципе, был основан эксперимент, это ели ли вы, как сказать аспарагус по-русски? Фасоль стручковая, вот эти вот. Аспарагус? Угу. Как это по-русски? Короче, Да, стручку. ели ли вы вот эту стручковую фасоль, когда вы были маленькими?
Прикол этого эксперимента был в том, чтобы людей, которые не ели это в детстве, которые не любили этот аспарагус, чтобы они в конце эксперимента поверили, что они его любили. И знаете что? Не помню уже точно процентное соотношение, но там 70% или 80% или 90% людей, которые не любили это в детстве, как они ответили на самый первый опросник, в этом же опроснике второй раз они ответили, что они его любили. И знаешь, как произошла вот эта switch? Они должны были получить а-ля результаты этого теста, потому что тест был на самом деле про то, как ваш выбор в еде влияет на вашу персоналити, типа на то, кто вы. Но их так обманули, на самом деле этого ничего не было. И они типа должны были получить обратную связь про то, как ваша еда там влияет на вас. И им присылали как будто их профиль, анкету, и там был пункт как раз-таки про этот аспарагус, типа вы любили его в детстве, поэтому вы там вот такой-то, или что-то такое, но не любили это в детстве, специально выбирали людей, которые не любили это в детстве, и потом, опять же, те же самые вопросы им задавали еще раз, и они отвечали, да, мы любили аспарагус в детстве, или там, мы готовы за него платить больше в ресторане, потому что мы же его любим, правильно? Нет, ты никогда его не любил в детстве, на тебя просто так... И не больше ли это про эффект плацебо, чем про память? Не может быть такого, что они забыли это больше как мотивация полюбить это, потому что, это даст мне какой-то это как приз. будто им уже дало, то есть им показывали результаты их ответов, то есть они как будто ответили, что они любили, и из-за этого они теперь вот такие, какие они есть. То есть это не то, что если вы полюбите, вы будете, это то, что уже есть. Окей. Вот, и, наверное, это да, но просто именно эксперимент, он был основан, он назывался как бы false memory, и очень много видео про то, не видео, даже просто людей про это разговаривающих, каких-то маленьких, тоже мини-экспериментов, как там тебе дают набор слов, которые в одной группе, и все называют одно слово, которое это все ассоциируется с чем-то, но этого слова в этой группе не было. То есть и люди такие, я помню, там было это слово, но вот это просто да. ассоциация. Я знаю про это, этого слова там никогда не было. Да. И то есть это тоже как бы немножко false memory, мол, они такие, нет, оно там было, я вот уверен, я его видел, я его слышал, и его там никогда не существовало. Да. Это то, как ваш мозг, ваш немножко трик. Да, это реально вещи. Вы хотите, можете поискать такие штучки, сами посмотреть, насколько вы поддаетесь уловкам мошенников. Еще знаешь, что вашего мозга? То, что если ты не успеваешь заметить внешний раздражитель, который тебе принес боль, ты можешь либо редюснуть свой уровень боли на минимум, либо вообще не чувствовать боль. То же самое, как если ты порежешься нечаянно, ты пока это не увидишь, пока ты не увидишь, ты не начнешь чувствовать боль. Причем, что очень даже сильно. Представьте, допустим, что вы очень... Правда, я уверена, большинство так было. В детстве ты едешь на велосипеде, ты упал с велосипеда, ты пытаешься там что-то поднять, отряхнуться, ты даже не смотришь. Цепь слетела, ты гуся придавил, смотришь вокруг, пытаешься понять, и ты даже не замечаешь боль от там просто разодранной в кровь коленки, потому что ты ее не увидел. Но впоследствии уже после осознания этого, раскручивания этого, вот это очень даже очень интересно. Это очень интересная тема, или как, я очень много раз видела, как люди там какие-то прям ужасные вещи, как они что-то себе ломают, там еще что-то, там типа пальцы или какие-то локти, вот эти вот тут суставы на руках, или на ногах, где вот коленное все вот это, они это просто ломают, там вот, знаете, в другую сторону, и они это не замечают, они продолжают делать свою активность, пока, естественно, если это рука-нога, вы сразу же это заметите через какое-то время, но если вы там к этому не добрались, вы не заметите, хотя это должно быть ужасно больно, даже перелом внутренний или внешний, неважно, это вау, вы этого не заметите, пока вы не начнете pay attention, и это так странно, типа, а еще знаешь, многие люди не бывают, вот у них там, не знаю, болит сильно голова, да, там, не знаю, они начинают там себя щипать или еще что-нибудь, типа почувствовать другую боль, чтобы заглушить предыдущую. Я такого не знаю. Я таким не занимаюсь, но я знаю людей, которые, наверное, это в моменте происходит. У них там что-то вот, не знаю, они где-нибудь стукнулись лбом, они там себя будут щипать ноги того, чтобы переадресовать боль на какой-то другой участок и не чувствовать боль
Интересно. который, наверное, сильнее, или типа того. Хотя какая разница, если все равно чувствуешь какую-то боль в итоге. Да. Какая разница. Короче, мозг это просто такая коробочка с сюрпризом. Да. Такой шестеренкий механизм, который... Это заслуживает, я скажу так, мозг заслуживает всех экспериментов и научных стейтментов, которые про него написали. Я думала, ты скажешь, мозг заслуживает всех аплодисментов. И всех наших... Похлопаем нашему Я мозгу. похлопаю. Но знаете, то, что мы здесь сидим и все это делаем, это что? Придумал наш мозг. То, что вы это смотрите, это тоже смотрит ваш мозг, а не вы. Еще очень интересно, что мы можем переключиться на языки. Вы зависимы. На языки. Языки. Как дети, которые в возрасте очень, 3 года, они разговаривают на 7 языках. Это какие-то уникумы. Я не знаю. Я не люблю на такое смотреть, мне сразу становится грустно. Я, Как знаете, у них это я ненавижу получается программу всё? «Лучше всех». Да, Вот я дети смотрела- приходят такие, лучше всех, Я смотрела программу «Лучше всех», когда мне было, наверное, лет 12, потому что он у бабушки играл на телевизоре. с Максимом Ненавижу. Галкиным. Не буду никогда в жизни его смотреть больше, потому что люди там... То приходит Мне маленький еще я 18-летняя. Это какой-то ужас, я не хочу. И так много раздражителей в жизни. Ой, ну, это заслуга родителей. Anyway, до 3 лет вряд ли ты будешь такой. 7 языков, let's go. Тут русский буду учить нормально, и склонять, а не как я там. Да. Да, Очень много возможностей. И это crazy. да. Хотела закончить цитатой. Хочу вспомнить какую-нибудь цитату. Век живи, век Да. смейся. Я хочу что-нибудь такое мощное вспомнить. Вот, я обожаю, кстати, цитаты. Кстати, так просто факт. Вот мне кажется, цитаты намного лучше, чем целые спичи. Ты только что как бы наш весь проект просто... Нет, это просто, это добавка. Правда, вот мне кажется, цитаты это это гениально. Я очень обожаю цитаты. Чтобы в одном Но- сентенсе выразить. Вот, и это Всё. настолько точечно. Это настолько вот просто в яблочко. Да. Вот, ну ладно, я не говорю про те цитаты, то, что там, типа, пришел, увидел, победил, там, в Инстаграме статус ВКонтакте, а вот именно цитаты вот просто, даже чисто ради своего саморазвития. Да, все-таки великие люди делали великие вещи. Например, и даже мы. цитаты у них великие. Да. Простите за тавтологию. Надеюсь, вам зашел сегодняшний, формат такой фритока, флоу, непонятно, вообще начали с мозга, поговорили про ТикТок и про лучше всех. Мы прокопали все, что могли, все, что смогли Все, освоить. что на данный момент нам пришло в голову. Наверное, мы еще очень много про что не поговорили, но это то, что у нас на данный момент варится вот тут вот. Да. И, наверное, закончу цитатой великого человека. Как говорили уникальные умы, поработай головой, чтобы купить свои мечты. Все решает кэш, все остальное понты. А нет, а как же часть, то, что мы тут всех друг друга благодарим в конце. Ну да. Мы вас Это очень любим. Да, и если вы досмотрели эту часть, это часть, где мы вас благодарим за просмотр. Всех чмоки в щеки, обнимашки и... Целовашки. И Я целовашки. хотела добавить то, что на самом деле Я хотела give добавить, your- что телефон это distracting. give your feedback, дайте свою обратную связь, комментарий какие-нибудь, еще что-нибудь, что вы вообще считаете. Нам очень интересно будет почитать все ваше мнение. Да? Да. Спасибо. Точки зрения.